Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Я продолжаю вторую часть видео о клещах. Разбила видео, было час 10, и долго грузится, будет грузиться, и вам тяжело смотреть такой объем. Поэтому сейчас будет вторая часть, продолжение. Размышления и показ орхидей. Вот с этой полочки. Вот они у меня здесь стоят. И вот эта вся, получается, стойка вся была обработана от клещей. Вот эта виновница стоит, джакаранда. У меня прям сразу буду ее смотреть регулярно, проверять под микроскопом наличие клещей. И хочу вам вот показать, смотрите, какую я заказала стоечку с новыми лампами. Вот разместила. Здесь, в принципе, дневной свет хороший, но для зимнего времени, вот сейчас, если будет пасмурно, вот так вот у меня подсвечивается. У нее 4 рожка. Сколько у нее выход? 60 ватт, да. Довольно-таки ярко светит, естественное освещение. И вот так вот мне, что понравилось, я ее вот направила в разные стороны. И вот она меня вот там вот, вон, видите, вот ту сторону освещает, вот как бы вот те орхидеи. Вот, заказала на Валберис. Еще скажу, что она регулируется по высоте, то есть у нее несколько шагов. Можно, если у вас не только орхидеи, а и большие растения высокие, можно поднять выше-выше. Я уже не помню, но очень у нее штатив высоко поднимается. И также вот у нее таймер регулирует, выставляешь, через сколько она освещает. 4, 8, 12 часов. Вот таймер. И подсветка больше-меньше. И лампы выбираешь, сколько ламп включить одновременно. Хочу вам показать орхидею капучино. Она сейчас красиво цветет. Но тоже в свое время было поедено клещом. Вот, обращайте внимание, такие пятнышки, если появляются, то переворачивайте лист. И вот такие как бы полоски очерчены, как вот прорезаны. Это также вот следы клеща. И вот такие точечные. Также точечность, вот пергаментность такая вот краевая. Пергаментность на листе. Это тоже вот орудовал клещ. Вот здесь, видите, как вот он высосали, и вот осталась такая ткань. Так как он в той компании стоял, но чуть поодаль, я посмотрела под микроскопом, ничего не нашла, но он также обработан. Вот. Хоть и цветущий, но все равно обрабатываю, потому что надо. Вот такая красивая у него шапочка цветов. Очень красивая орхидея. Красивый цвет у нее. Мне очень нравится этот оттенок. Он похож вот и на Sacrifice оттенок. Мальвина имеет такой оттенок. Где-то вот Хани немножко, да, такой оттенок. Такой выгорает, как вот ретро, да, фотография. И прекрасный сплэш краевой. Ну и губа. Губа конопушки его делает цветочек озорным. Еще одна орхидейка, которая там стояла, это Мариола.
такой у нее крупный цветок. Каскад, я ее подвернула. Она очень интересная дамочка в плане того, что вот такая сейчас картина наблюдается. Я ее вам показывала. Видео есть 2 года назад, где она цвела, шикарно цвела, разветвленным цветоносом. И потом она пропускает прошлое цветение, потому что на себе вот появилась детка, начала расти детку. И не цвела. А вот сейчас она выпустила цветонос, вот этот большой, красивый. Даже вот ответвления возможны. Цветок еще раз покажу вам. Вот он крупный. Померила 9 сантиметров. Она выгорает. То есть она открывается такой более желтенькой, а потом уходит в такой нежно-желтый оттенок. Очень красивая у нее округлая губка. Яркая, с неоновым таким краем. Видите, как горят усики неончиком. Она ее украшает. И краб. Краб у нее имеет разную интенсивность в зависимости от освещения и от температуры освещения. Вот смотрите, раскрывалась она вот такая. И потом вот больше света больше. Там она как раз к лампе тянулся цветонос. И посмотрите, видите, уже край стал более темный. А летом как-то она мне цвела. Вообще были единичные крапушки. Что она делает дальше? Смотрите, выпускает цветонос из точки роста. Закрывает цветоносом. Вот видите, листики здесь, лиственный цветонос. И закрыла точку роста. То есть, понятно, детка, скорее всего, я детку буду пересаживать, отсаживать. Потому что вот я ее как бы не пересаживала, ждала детки корешков. Вот, уже детку можно пересаживать. И что дальше будет, следующая детка, посмотрим. Ну, как бы пересаживать ее надо. Потому что горшок полон корней, и воздушных полно корней. Вот она стояла тоже недалеко от этой джакаранды. И вот сейчас нашла, вспомнила. Я ее вчера внимательно посмотрела на предмет клеща и обнаружила вот здесь, вот в этой щелочке, щелочке, вот видите, то ли царапина, то ли уже вот прогрызли. Вот такая, видите, царапина. И сидело несколько вот таких молодых особей. Вот так. Обращайте внимание и на такие царапинки. Ну, я ее обработала, видите, даже вот следы обработки. Вот. Везде дальше она чистенькая, нигде ничего. А так вот на одном листике, пожалуйста. Вот, все. Такая гадость. Сидел и сосал сок. Не забывайте, кстати, обрабатывать и зажимы, и держатели для цветоноса, потому что там тоже они могут находиться. И кидая в общую коробочку, потом снимая после цветения, вы запросто можете разнести клеща по всем орхидеям. А перед вами пульсация. Также стояла вот на этой подставке. Ну вот она чистенькая. Я ее посмотрела внимательно. На ней не нашла, но обработана. Также я ее обработала хорошо. Вот видно на этом листе он попировал в свое время. Потом, вот, когда я их обрабатывала тогда, в тот раз,
Видите, все нормально, то есть прекратилось, был клещ уничтожен, и все нормально. А вот на джакаранде размножился он снова. Я ее пересадила, вы видите, да, помните, она была с такой копной воздушных корней. И, кстати, я еще вот параллельно отвечу на вопрос. Мне зрительница рассказывала, что у нее после пересадки пропадают корни. У меня тоже пропадают корни. Не все корни выживают после пересадки. Потом какие-то корни я пинцетиком достаю. Вот те же заправляю, оставляю. От чего это зависит? Что, ну как, не от чего зависит, а понятно, что и вы, и я эту систему разрабатываем, систему, я имею в виду грунт, и посадку, куда пошла орхидея. То есть рекомендовано приучать эти воздушные корни, раза 3-4 замачивать, полив замачиванием, и сливать воду полностью, чтобы воздушные корни постепенно привыкали к влажной среде. Так, да, так я и делаю, но не всегда получается, что сохраняются корни. Знаете, что я заметила? Что чем дольше корни воздушные остаются воздушными, вот так, чем дольше они, да, в свободном полете не идут в посадку, тем шансы у них погибнуть выше. Своевременная пересадка, своевременное выбирание корней в грунт сводит к минимальным потерям. Вот что я отвечу на ваш вопрос. Орхидея стоит, видите, на подоконнике, там много солнечного света, еще и лампа со стороны комнаты освещает, и зазеленел горшочек. Но вот видно, что я фитиль просунула орхидеи, чтобы она вот, так как я ее проливом поливаю, чтобы она подтягивала фитиль воду сюда. Вот. Вообще рекомендуются такие большие объемы периодически замачивать. Вообще все закрытые системы хорошо периодически замачивать, потому что все равно верхние слои корней и коры не могут напитаться и поглотить вот эти остатки, которые поднимаются сверху. В достаточной мере, я имею в виду, которые вот получают, допустим, нижние слои. Перед пересадкой я обрезала ей все цветоносы. И тогда, помните, было очень пышное цветение, там 10 цветоносов, и детка ж на ней была. Я отсадила детку. Поэтому вот сейчас такое скромное для пульсации цветения, для ее возраста. Она у меня покупная с 17-го года. То есть ей уже получается сколько? 8, да? Она уже была взрослая. Но орхидеи где-то лет 10. Если еще садовник, припрессовать садовника. И вот она, посмотрите, какие интересные пытается тут сделать цветочки из полохи. Она так раньше не цвела. А сейчас вот какие-то вот у нее прям такие веерообразные сполохи появились. Раньше были просто краб, просто краб. А сейчас вот такие флажочки, такие вот интересные у нее элементы в расцветке появились. Вот такая красавица, ну губка, посмотрите, какая у нее красивая яркая губа. Сорт гибрид этот простой в уходе и очень благодарный. Она очень долго цветет. Каскады у нее хаотичные, то есть она не очень красиво укладывает свои цветочки. Вот. Но всегда цветет охотно.
доращивает постоянно. И вот детки, дает детки, это у нее получается уже, я сотрудница подарила, маме, еще там отдала. 3 детки она уже дала, да. Детки у нее были на цветоносах. Причем и детки зацветают быстро, вот, на цветоносах, что интересно. Вот такая красавица. Появилась возможность показать вам свой попугай. Орхидея попугай. Она у меня стоит далековато, высоковато. И я ее не так просто ее снять. А сегодня я все разобрала там. И вот получилось мне ее достать. Что сказать про нее? Она сильно выгорает. Это основной ее самый большой и жирный минус. Вот новый цветочек, который она дорастила. Посмотрите, как отличается от цветочка, который распустился раньше. Я ее вот поэтому и определила туда высоко, на стоечку, где только натуральное освещение, ну как натуральное, солнышко в окошко. Посмотреть, будет ли она выгорать, потому что она раньше стояла под лампами. Все равно выгорает так же интенсивно, как и под лампами. То есть бесполезно ее куда-либо переставлять. Эту орхидею я купила в 2020 году. Уже взрослая, цветущая на 2 цветоноса. Она у меня, получается, в коллекции 5 лет. И большой плюс у нее все-таки то, что она цветет 2 раза в год. Где-то, по моим записям, 3,5-4,5 месяца. И совершенно неприхотливая. То есть для новичков прекрасная орхидея. Я ее пересадила в двойной горшок в январе 2024 года. Причем отрезала, она цвела, доцветала на очередных дорощенных цветоносиках. Да, это цветочки. Я уже так подумала и отрезала. Что вы думаете? Буквально не прошло и месяца, как у нее после пересадки вышел новый цветонос. Вот такая она цветунья. Сейчас в этом цветении у нее один цветонос, но с 2 ответвлениями. Цветочек у нее средний, до 7 сантиметров. Как у меня написано, выгорает, но остается миленькой. Ну вот поэтому у нас она в коллекциях. Яркий язычок. Довольно-таки миленькая, нежненькая. И вот радует нас, ну и себя яркими, свежими красками с новым распуском. Еще одна орхидейка растет на том подоконнике. Это редкий сорт. Я его практически не встречаю в обзорах. У меня голландская орхидея, их 2 я купила в свое время и посадила в групповую посадку. Ирина из уютных орхидей недавно показывала этот же сорт. Он ей достался от Людмилы, кажется. Людмила отдала свои орхидеи. Среди них была эта орхидея. Под домашним названием ее называют бананка. А так у нее очень сложное имя, там родители, поэтому я вставлю вам название. И также ее еще называют банана рама. Видела у садовника Профара в интернете. Эта орхидейка бывает. Пассифлора выкладывала предзаказ на этот сорт. Ну, это у меня вот такая редкая красоточка. Я ее купила цветущей, еще тогда в торфстаканчиках они были, в маленьких 9 горшочках в 22 году.
И она у меня отцвела и не цвела год. Потом выпустила небольшой цветоносик с одним цветочком. Процвела месяц и отцвела. И вот только вот спустя, получается, 1,5 года, уже в конце 23-го, она выпускает цветонос, и одна и вторая, и процветает 4,5 месяца. По лепесткам это чистый восковик, прям плотные такие лепесточки. Пишет, что ароматная, но такой аромат у нее легкий, неуловимый. Вот. В отличие, вот, допустим, как пахнут другие орхидеи, парфюмерная фабрика, бронзовый Будда. Вот тут действительно ароматные. Просыпаешься утром и чувствуешь запах. То это нет. Очень нравится, когда она делает правильные бананчики по бокам. То есть вот так мне не очень нравится. А когда вот правильно, симметрично, вот такие бананчики краевые, довольно-таки миленькая орхидейка. Такая вот мордочка, да? Глянцевая, кожаная, блестящая. Ну, что сказать. Надеюсь, будет больше цветоносов. Вот одна орхидея уже второй цветонос дала. И будет у нее более пышное цветение, потому что на самих цветоносах у нее цветочков немного. Может дорасти чуть-чуть со временем 1-2 цветочка. Но вот пышности у нее как таковой нет. А так миленькая, так для разнообразия, как такой вот эксклюзивчик у меня находится. Еще одна красавица перед вами. Это орхидея азиатский Аба. Бархатная, темная. Помните, да, что цвет у нее темнее, более свекольный оттенок, как все темные орхидеи. К сожалению, камера высветляет и делает их более красным тоном. На самом деле они более бархатные, более фиолетовые. Вот такая красавица. Если вы помните, она у меня цвела более длинными каскадами, но я ее в ноябре прошлого года пересадила. Вот закрытую систему с трубочкой, с фитилем. И, видимо, после пересадки орхидея наращивает, да, приживается, адаптируется и цветет в свою силу. Очень красивая. Жду от нее в будущем шикарных каскадов. Тоже пойдет обрабатываться. Ничего я на ней не заметила, но она вдалеке стояла в самом другом углу. Чистенькая, под микроскопом я все посмотрела, но пойдет также на обработку. То есть должны обрабатываться все, то есть весь участок рядом стоящий с орхидеей, на которой были обнаружены клещи. Ну и не только это клещей, это касается и всех вредителей. И еще одна красавица, просто превосходная орхидея, одна из моих старейших в коллекции. Это орхидея Pink Dancer или Fairy, еще второе название имеет. Она вот была одна из первых куплена в 2017 году. И потом эти орхидеи пропали. А сейчас я вижу, снова появляются на рынке, и можно даже заказать. Кажется, они есть в азиатских подростках. Это орхидея.
Это крупноцветковая орхидея, 10 сантиметров цветок, необыкновенной красоты. Цветет она один раз в год. Это в среднем 4 месяца. И вот первый раз она дала цветонос с ответвлением. Дело в том, что я ее в том году пересадила. И, видимо, ей хватило силы и на адаптацию, и на разветвленный цветонос. Я ей попыталась цветоносик сформировать, но все равно у нее вот резко, вот как и Юкидиан, у нее часть идет в эту сторону, часть в эту. То есть это надо прям вот проволочкой вот скреплять их вместе. Ну, мне так, в принципе, устраивает. Вот получается вот полотно красивое. Вот так. И с другой стороны. Остался у нее на основном цветоносе еще бутончик. И здесь у нее еще 2 бутончика на ответвлении. А этот цветочек только-только распускается. Ответвление. Очень-очень, повторюсь, красивая орхидея, крупная. Цвет у нее очень интересный. Нашла я у нее именно, она касалась листиком вот этой джакаранды. И кладку я обнаружила у нее на одном листе под микроскопом, просмотрела. Вот такая у нее розеточка. Вот, я говорю, свежая пересадка. Сделала я такой двойной горшок, самоделка. То есть я забрала это кашпо, и я туда ставила. Вот помните, пульсация у меня не влезла в двойной горшок, маловат был. Я и решила в кашпо чисто посадить, закрытую систему. А эту орхидею, она такая капризная дамочка, поэтому решила я сделать ей воздушность, и я забрала внутренний горшок, это получается 3,5 от той, и вот у нее где-то вот получается вот ножки уже, и вот я ее замачиваю, не замачиваю, а проливом поливаю, составлением водички. И вот все ей понравилось, видите, даже дала разветвленный цветонос. А клеща, и вот она, получается, вот так вот стоит. Вот, нашла, смотрите. Вот, видите, покусан. То есть вот только-только вот на нее сел клещ. Вовремя я вот все просмотрела, обработала. Вот я убрала сейчас его спонжиком, спирт 1 к 2. И вот видите, да, уже вот они ее покусали. Вот. С этой стороны чисто. Ну вот видно. То есть обращайте внимание на такие вот как бы иголочкой потыканные точечки. Потому что это высока вероятность поражения клещом. Постараюсь резкость навести. Вот. Вот так, видите, как иголочками. И вот это краевое, тоже обращайте внимание, он любит обсасывать с краев. Видите, листик. Это ничего страшного. Это, помните, вот бывают споры, вот такая вот грибница. Ее скрывать нельзя. Жалко такую красавицу потерять, поэтому будем бдительными и регулярно обрабатываться. На этих 2 прекрасных орхидеях я буду заканчивать свое видео. Прекрасный каскад гибрида Pingyol Namani Black. Красота. И крупноцветковая шикарная орхидея Feng Mei Beauty Diamond.
Всем я желаю добра, здоровья, здоровья вашим орхидеям, чтобы все у вас было хорошо, чтобы не было никаких болезней и вредителей. И на этом я заканчиваю. До свидания. До новых встреч.